Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Отдельная благодарность за ваши комментарии, в которых вы делитесь своим сокровенным, своими жизненными историями. Благодаря этим комментариям я и многие девочки-подписчицы смогут на свои истории жизненной ситуации посмотреть под другим углом, со стороны, проанализировать происходящее. Спасибо вам. Может быть, кто-то из ваших комментариев почерпнет какую-то мудрость жизненную, которая в данный момент им будет очень-очень, и мне очень полезна. Жизненно необходимо. Тема сегодняшнего расклада, девочки. Кто и что думает о вас прямо сейчас, в эту минутку. Сейчас посмотрим, что это за человек, да? Попытаемся узнать имя, сестра, имя этого человека. Кто он и, собственно, что он думает о вас в эту минуточку. Так. Для начала я делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Так, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Как я люблю такие карты. Вот тут хотела сказать, счастье вышла карта, и тут же вышла вечная невеста. Я сейчас расскажу, о чем эта карта. Ух ты, ё-моё, да что ж такое? Девочку мне покажите. Вот. И на этих словах вышла карта, которая часто выходит на вашу сигнификацию. Муза, яркая, вдохновляющая, как райская птица, женщина, которая умеет притягивать внимание и вот этот фокус внимания на себе удерживать. При этом талантливая, при этом женщина, которая знает о своих там сильных сторонах во внешности, умеет это подчеркнуть как-то. И тут энергетически наполненный человек, энергетикой цепляете. С вами уютно. Так, а что это такое? Мне карты говорят о том, что может уже на энергетике не вывозите, да, если можно так сказать. Сейчас какой-то период такой не очень. Период. Сейчас я буду уточнять, о чем это. Что это за период в вашей жизни такой? Так, вечная невеста. Так. Ага, давайте начнем. Вот тут у меня вышел какой-то павлин и дьявол. Я, конечно, могу сказать, роковая связь тут. Какое-то роковое влечение. Зависимость. Ну, давайте. Так, это вы, павлин? Нет, вы пострадали. Вот у вас очень много расходов. Это как пострадали от павлина. Это мужчина какой-то. Да, мужчина, который, может, вам разбил сердце. Не исключаю, что и у него сердце разбито. Так, о чем эта история? Материалка, дом. Чиня. Эмоция. Ведьма. Угу. У кого-то, девочки, не удалось построить с этим мужчиной дом, семью, хотя хотелось. Эмоции были и у него, и у вас. Благодаря, может быть, или вследствие связи с этим мужчиной, может, знакомством, попыток выстроить с ним отношения. У кого-то тут душевные муки, и карта ведьма вышла. Ну, понятно, если сердце разбито, давайте за вас говорить, да, мы же больше о вас расклад делаем. Душевные муки, значит, душевные какие-то терзания были, попытки узнать, почему это не сложилось, почему в моей жизни все так, почему что я выбираю какой-то формат партнеров. У кого-то партнер может быть не свободен, у кого-то, в принципе, двойственная какая-то ситуация, до конца не определился. Почему это говорю? Потому что тут карта подчинения. С одной стороны материалка, с другой стороны эмоции. Вполне возможно, мужчина мог и влюбиться, но он уже мог создать свою семью, там где-то ячейку общества, да, плюс какие-то материальные, может быть, обязательства, может быть, какой-то уже на себя взвалил груз ответственности, и человек несет. Ну, и, может, разрывался любовь, ответственность какая-то. С одной стороны, любовь, влюбленность, эмоции накрывали, а с другой стороны, он же не может где-то там обесценить то, что он уже там где-то пообещал, может, людям каким-то, да, может, несет ответственность за что-то, за кого-то. У кого-то материалка — это какая-то его зона комфорта, да, давайте тоже так
можно прочесть. Ваши душевные муки, карта ведьма, вполне возможно привели вот эти ваши терзания, где-то метание души, может быть, попытки разобраться, разложить по полочкам, до сути докопаться. Сюда увлечение психологией, эзотерикой, у кого-то таро. Так, ну, скорее всего, на мужчину мне показано. Ну, давайте из плюсов, да, мужчина яркий, лакомый кусочек для очень многих. Мужчина, которому очень важно в социуме блистать, реализовываться, где-то постоянно получать подтверждение тому, что он социально вкусный продукт, подтверждение тому, что одобряем социумом, он как будто бы ну, где-то может позволить себе больше, чем иные, чем другие, уровень какой-то тут материалки, уровень выше среднего, ну, желание, по крайней мере. Где-то даже человек по павлину, сами понимаете, перераспускает, где-то очень важно этому человеку, так что на него обращали внимание. Вот это восхищение в женских глазках, где-то, ну, во всех смыслах одобрения социума. Вполне возможно, да, увлечен был вами, вы им тут по дьяволу. Страсть, зависимость, скорее всего. Какая-то, может быть, запрещенная связь, неодобряемая социумом, я имею в виду. В отношениях с ним как будто бы хотели счастья, а тут карта вечная невеста. Это, знаете, когда женщина всем хороша. Тут я и без иронии, без правды. И внешний, и интеллект, и все. Способности, таланты, навыки, все нормально, все присутствует. Просто выбор не того мужчины. Он может сам по себе и хорош для кого-то, но в отношении с вами отношения, может быть, не выстроились. Или они изначально, априори не могли выстроиться так, как вам хотелось этого. Вот карта счастья, сама по себе женщина, которая будет счастьем для любого другого иного мужчины. И счастлива с ним может быть. Тут как будто бы два мира, как я говорю, встретились, и, в принципе, как будто бы, ну, или не в то время, не в том месте встретились люди, да, вот тут что-то такое. Хотя, может быть, для этого мужчины счастье это с вами, это где-то вот эта вот эйфория, влюбленность, какие-то сексуальные приключения, да, можно сказать, такое. Это для него счастье. Для вас как будто бы это могло история, вы в это вкладывали, в понятие счастья с этим мужчиной, как будто бы совсем другой сценарий, развитие отношений иное. У кого-то так это можно проиграть. Так, ну, дьявол, знаете, я могу тут дьявол на эту связь, вот этого павлина и ваша карта прочесть. Ну, я могу и на вас это прочитать. Так, это на связь. Я спрашиваю, это на связь, и карта выходит ваша, вопрошающая. Знаете, может быть, в связке с ним вы тоже как будто бы прочувствовали где-то в полной мере, кто-то ощутил себя женщиной, желанной, сексуальной, притягательной, свою власть над этим мужчиной в моменте могли тоже испытать. У кого-то по дьяволу опять-таки какие-то искушения, соблазны, зависимость. Я думаю, это вы могли какое-то время быть от этого мужчины, может, у кого-то еще зависимость. У кого-то тут темная полоса какая-то, знаете, ну, не буду говорить черная прям полоса в жизни, но это так карта читается. Как будто при всей вашей яркости, при всей вашей, ну, энергетической наполненности, как будто бы в связи с тем, что вот вы с этим мужчиной были в связке, вы, может быть, много туда энергии вкладывали в ожидание даже больше, что вот-вот что-то должно может выстроиться. Тут у кого-то истощение прямо. Вот тут почему-то мне так хочется это прочесть. Как измотаны, энергетически опустошены, у кого-то энергетический пробой. Может быть, даже сталкиваетесь с тем, что раньше там много на вас, ну, как будто бы без проблем. Вы идете, на вас мужчина обращает внимание, там знакомятся, интерес к вам проявляют. И объективно я понимаю почему.
А сейчас может быть такой период, когда вы сами отворачиваетесь и даже не хотите, чтобы на вас обращали внимание. И в связи с этим это считывается. И, может быть, сейчас мужчины тоже на вас меньше. Вот в моменте сейчас как-то обращают внимание. Ну, не знаю, мне так вот идет. Оно же передается все, ваш посыл, да, вот как будто бы оставьте меня все в покое. Что-то такое. Говорят, как будто последствия этих взаимоотношений, да, не буду говорить, что они тут особо прочные какие-то были, но последствия как будто бы этого всего может в виде сниженной самооценочки, подбитой, да, может быть энергетика сейчас как у сбитого летчика, знаете, такое. Вот это разгребаете до сих пор, мне почему-то идет так. Ну, если характеристика на мужчину, я уже повторюсь, ну где-то самовлюбленный, где-то мужчина, который показывает вам вот это вот красивое это оперение, там, атрибуты роскошной жизни, может быть, там, тут какое-то, может быть, бахвальство, может быть, хвастовство, причем оно такое, знаете, как бы между строк он показывает, я могу себе это позволить, вот как-то так, вот там подчеркнет где-то свои достоинства. Но по этой карте человек мало истинно уделяет внимание, вкладывается в других людей. Это человек больше о себе, для себя. Ну, такой вот. В отношениях с таким человеком всегда ты будешь он, по крайней мере, ну, не особо он приемлет, чтобы рядом была женщина, которая его будет, знаете, перекрывать. Он должен быть главным в отношениях во всех смыслах. Вот насчет ответственности не уверена. А вот насчет того, что яркий лидер, он должен быть впереди, да, планеты всей, это да. Почему-то мне так. А тут же вы сами яркая. Тут как будто бы, может, женщина долгое время надеялась, что да, он оценит, там, я вот буду заглядывать ему в глазки, восхищаться им. Я не отрицаю, может, искренне восхищались. Не бывает черного и белого. Может быть, мужчина, правда, там какими-то достоинствами, 100% какими-то достоинствами он обладает. Но много тут и раздутого. Много такого, что он больше, как будто бы ему хотелось бы, чтобы люди приписывали ему какие-то качества. Ну, такое. Так. И у павлина, как у любого из нас, да, в принципе, но тут у павлина ярко выражена теневая сторона, сами понимаете. Он этим оперением скрывает какие-то скелетики в шкафу, какие-то тайны, недоговоренности, скажем так, за вот этой мишурой какой-то. Ну, тут не мишура, тут красивое оперение. Ну, вполне возможно у кого-то, да, вот почему-то мне такая ассоциация, да, может вам, другим, иным какой-то свой уровень, статус показывать, там, может, недвижимость какая-то. Ой, не знаю, отдых на Сейшелах, Мальдивах, а при этом забывает упомянуть, что у него там уже 3 года за ним кредиторы какие-то бегают. Ну да, пытаются вернуть долги, ну, выбить из него эти долги. Ладно, такой нюансик. В принципе, тут девочка как будто бы могла долгое время на него смотреть, вот правда, как в розовых очках каких-то одетых, вот смотреть на него сквозь эти розовые очечки. Ну а потом, судя по всему, это ее иллюзорное ожидание счастья, тут даже не счастье, тут иллюзорное ожидание счастья, стабильности с этим человеком, оно могло, ну, развеяться. Мне такое показывают. Так. Ну, я спросила, что за черная полоса, темная полоса. Знаете, у кого-то элементарно, вот, ну, прям оно мне прям кричит, мне так хотелось бы этого сказать. Вот это время, которое было потрачено на какие-то иллюзии, на какие-то надежды, на попытку построить взаимоотношения с этим человеком, может быть, у кого-то пройдет по вечной невесте, просто как характеристика. Женщина старалась где-то заслужить чью-то любовь, старалась быть удобной. Может, в взаимоотношениях в принципе, в социуме даже, с коллегами, с подругами, с родными, близкими. Тут вам говорят, вот это вот черная кошка, видите, раз, черная кошка, два. Говорят, это сейчас даже какая-то ваша материальная
типа стабильность, на самом деле это неуверенность в завтрашнем дне. Это вот это все время, эти эмоции, это энергию, которую вы могли ну, направлять, опять-таки, на построение отношений с этим человеком или с другими, вкладывать в других людей. Вам просто подсвечивают, говорят, желательно бы хотя бы сейчас эту всю энергию или остатки этой энергии вложить в свое какое-то дело, проект, в себя любимую, как будто бы позаботиться о материалке. Тут прям говорят, земля, скоробей. Это, но тут опять-таки не просто заработок денег, а тут скорее какое-то свое там дело, призвание, реализация, именно себя, свой потенциал раскрыть, потому что вы талантливы, только тут нужно нащупать это, вот как будто бы, ну, и не бояться идти в этом направлении. Тут как будто в этом загвоздка. Тут где-то закономерность, говорят, сколько отдавала, сколько времени, энергии, всего-всего. Кто-то материалку даже свою сливал, отдавал. Так, давайте смотрим. Пока я сейчас собираю карты, хотела попросить вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, девочки, кто еще этого не сделал, и поставьте лайк. Для вас это мелочь, а для меня приятно. Я стараюсь для вас. Это маленькая ваша благодарность за этот расклад, за просмотр этого видео. Ваше маленькое спасибо. И вам спасибо за то, что вы со мной. Итак, кто и что говорит о вас прямо сейчас, да? Или думает? Думает, девочки, извините. Говорит, сделаю завтра. Кто и что думает о вас прямо сейчас? В эту минутку. Кто этот человек, который думает о вас? И что он думает о вас прямо сейчас? Кто этот человек, который думает о вас прямо сейчас? И что он думает о вас прямо сейчас? Кто этот человек, который думает о вас? И что он думает о вас? Так, на прямых. Кто думает о вас прямо сейчас? И что он думает о вас? Так, эти карты возьму. Замечательная наша колода. Наша творческая студия Анна Сава. Так, кто думает о вас прямо сейчас? И что он думает о вас прямо сейчас? Кто думает о вас прямо сейчас? Что думает о вас прямо сейчас? Так, кто этот человек? Кто? Рыцарь чаш у меня вышел, мужчина у меня вышел. Ой, по карте сила, знаете, тут такое сочетание, как будто бы мужчина мог противиться или противиться до сих пор каким-то своим эмоциям. Тут, видите, он с цветком таким, но по карте сила, знаете, в идеале в классике это сила, это женщина, которая подчиняет льва, да, укрощает льва. Тут вполне возможно мужчина старается изо всех сил, как будто бы, вот тут прям мне показано, смотрите, какие-то новости, его накрывают, его как будто бы сбивают с какого-то его рабочего ритма. Объясню, он тут уходит с головой в работу, дабы где-то забыться, дабы где-то перечеркнуть вот это вот, как накрывает его зависимость какая-то от какой-то женщины. Чувственный, ну, скорее
каким он себя ощущает. Он ощущает себя скорее как незащищенным. Где-то. Как будто бы мужчина, ну, не совсем готов. Он борется, мне так кажется, с какой-то любовью, влюбленностью, тут любовь. Но эта борьба у него отнимает очень много сил и энергии, кстати. Карта свеча, как будто бы сгорает человек. Сгорает. От чего? Потому что не может и не хочет себе дать в полной мере. Не разрешает себе вот это слияние, союз с кем-то. Мне вот так идет. Знаете, когда мы же много прикладываем сил энергии для того, чтобы фактически он сам с собой борется, да? Борьба с самим собой. Так, при этом какие-то новости он получает, и это как сообщение, может быть, ну, не знаю, это может и о вас, да? Давайте посмотрим. О вас сообщение. Отшельник. О чем сообщение? Мастер, отшельник. Новости о чем? Это с вами как-то связано? Луна зависает, он не до конца вас понимает, зависимость сохраняется. При этом, знаете, какие-то новости могут, а если это о вас новости, то, скорее всего, он из этих новостей делает вывод, что вы особо не собираетесь с ним сближаться. По карте отшельника вы от него закрыты, где-то, может быть, вообще стараетесь даже, ну, не искать с ним встреч, никаких коммуникаций, как будто бы живете своей жизнью. Более того, как будто бы очень какой-то ограниченный круг у вас общения, и вы сознательно избегаете, может быть, какого-то общения с его там, с вашими бывшими там друзьями, уже не знаю, родными, коллегами. Тут какое-то такое. По карте мастер, может быть, понимает из этих новостей, что где-то вы ушли в реализацию, заработок, ну как-то так вот. И по карте крест и луна зависимость сохраняется, и у него по отношению к вам. Карта крест тоже говорит о том, что слишком много где-то то ли накосячено, то ли какие-то такие события в вашей жизни были, происходят или произошли, где особо уже как будто бы изменить картинку, знаете, как говорят, после боя кулаками не машут, да, вот тут то же самое. Как будто бы крест, это раскаяние где-то у человека о том, что где-то так все пошло, как-то через пятую точку, да. Ну и уже как будто повлиять на это вот, невозможно, на то, что произошло. Как говорят, у тебя всего лишь один шанс произвести первое впечатление. А тут как будто бы уже впечатление по поводу себя он произвел. Где-то, может быть, у вас глазки открылись на него. Он где-то посмотрели по-другому на него, на его проявление. Тут то же самое. Опять-таки, новости, я же говорю, никак бередят его сердце. При этом по карте хамелеон он старается изо всех сил не поддаваться этому, где-то, может быть, приспосабливаться к тому месту, к той жизни, к той своей роли в этой жизни. Ну, вот как будто бы, как хамелеон, человек старается приспособиться. Вот так получилось, все уже. И это уже длительное время. И как будто бы черная кошка в его жизни, полоса тоже не особо хорошая. Ему хотелось бы это все изменить, освободиться от какого-то, ну не знаю, может быть, даже тяжести на душе. Ну, болезненный опыт, болезненные воспоминания. С головой человек уходит в работу. Болезненно еще почему? Потому что идет четкое осознание того, что по карте воин это человек, который сам разрушает уже то, что создано. Может быть, создавал и сам прикладывал усилия, а потом одним каким-то своим решением, поступком, словом каким-то он все разрушил. Вот тут такое может быть. При этом на человека характеристика сильный, не буду ничего говорить, на самом деле сильный. И тут какая-то, может быть, в карьере сейчас в рабочей старается реализоваться как-то. Так. Хотелось бы прискакать, приехать. Тут на коне, и тут карта поездка.
как-то хотелось бы, но тут еще, смотрите, карта змея и зона комфорта. Девочки, ну не хочу такое, ну прям, конечно, это классика жанра, можно сказать. Конечно, есть там какая-то змея подколодная, женщина, которая рядом с ним находится, которая его контролирует, от которой он зависит, в том числе, может быть, да, какие-то там у них договоренности. И тут прямо, ну я говорю, зона комфорта. Человек чувствует себя, знаете, любовь любовью, эмоции эмоциями, но есть уже какой-то налаженный быт, есть какое-то уже его видение собственного мира, при этом оно такое какое-то, это зона комфорта, смотрите, рыбка золотая подвешена в полиэтиленовом пакете, и тут снизу колья деревянные. То есть, и вот это сочетание с этой змеей, знаете, тут как будто бы любое твое опрометчивое какое-то решение, поступок твой какой-то, его может привести к тому, что он может с этой вот зоны комфорта, смотрите, вот типа пленочка это разорваться, и он на эти колья нарвется, да, упадет. Ну, то есть, как минимум, этот комфорт в один момент он лишится этого комфорта. Тут как-то так, какая-то такая закономерность идет. Типа, любовь любовью, а кушать хочется всегда, да. Ну, почему человек... Ну, ладно, его право, его выбор. Давайте я хочу еще... Что это за... Мужчина 100% думает о вас прямо сейчас. Какой он ищет, этот мужчина? Ух ты. А он может быть абсолютно разным. Королева Пентаклей, Король Жезлов. Ну, конечно, может быть вариант такой, что и вы замужем, кстати. У кого-то может такое проиграться. Но, кстати, очень сильный мужчина. На самом деле потенциал огроменный. По карте Маг, девочки, это человек, который в принципе может построить собственную судьбу собственными руками, да, как жить по собственным правилам, да, тут какой-то такой сильный мужчина, с интеллектом все в порядке, внешне привлекательный, эмоциональный, чувственный, по идее наполненный энергетически должен быть человек. Может, сейчас у него какой-то такой период, не знаю даже. Какая-то присутствует королева Пентаклей в его жизни. Ну, вполне возможно, не свободен, еще раз. Для многих он привлекателен еще тут жезловый, сексуальный, может, внешне привлекательный. Но тут энергетика. Такой человек, он как загорается в моменте, может вести за собой толпа единомышленников, идейный вдохновитель. Для женщин лакомый кусочек. Да, вот такое. Но для него очень важна реализация. Это не совсем типаж такого тихого семьянина. Нет, такому мужчине даже не обязательно, что тут будут какие-то измены, да, нет, тут в принципе ему важно блистать. Этому мужчине важно где-то подпитываться тоже этой энергией, восхищенные эти взгляды ловить, где-то одобрение, даже не обязательно женщин, вообще в социуме. Такой интересный мужчина. Такого мужчину встретишь, вот такое сочетание, понятно, что будешь о нем помнить, как минимум, да. Другое дело, насколько с таким мужчиной отношения могут развиваться, да. Я имею в виду переходить на серьезный какой-то формат, насколько он может это вам дать, но это другое дело. Так, давайте посмотрим, почему, что, собственно, да, даже нет, что он думает о вас сейчас, что он думает о вас. Ох, паутина и невозможно, одиночество, что он... Так, вот, зависть,
что он думает о вас сейчас. Смотрите, так интересно. Показана первая карта паутина, и в данном случае я буду считывать это как, с одной стороны, можно прочесть, что его попытки даже вас может в какую-то, как, ну, любовную паутину, да, может быть, какие-то манипуляции. Невозможно втянуть вас. С другой стороны, можно прочесть это как будто невозможно выстроить прочные отношения. Это тоже сюда же. Дальше карта женщины, которая устала. Может быть, устала от каких-то надежд, иллюзий. Видите, тут красивое женское лицо, но оно как изможденное уже. Я говорю, женщина много сил, энергии потратила на эти мнимые, типа как будто как иллюзии построения отношений. Так, первая карта это о чем? Ну, смотрите, тут, скорее всего, ваше такое, он как будто бы считывает ваше состояние, где вы уже как хроническая усталость и нежелание уже пребывать невозможно, нежелание пребывать в отношениях, которые, ну, не дают вам желаемого, то, о чем вы там мечтали. Тут как будто бы, смотрите, карта сущности, маска, это может быть какое-то проявление мужчины или какой-то его поступок, да, какое-то его слово, как будто бы сбросили с него маску, и вы в один момент могли увидеть вот по карте сущность, истинное его, ну, истинное лицо его где-то, и, может, в моменте он как-то так поступил, и вы офигели, вы просто настолько диссонанс, вы считали его одним, он показал себя с иной стороны. Так, опять-таки, думает о вас, устали вы, устали конкретно, красивая женщина, которая уже подзадолбалась. Ситуация тупиковая, где-то он считает вас ребенком, знаете, тут в данном контексте, человеком, который не особо приспособлен к жизни. Может, как витает в этих иллюзиях, в розовых очках. Где-то ребенок это искренняя, добрая, доверчивая женщина, которая по-детски смотрит на этот мир. Где-то внутри вот этот ваш ребенок, он просто тут как будто бы он говорит, если бы я знал, что настолько она где-то ранима, где-то по-детски доверчива, может быть, я так бы себя и не вел. Вот тут что-то такое мне идет. Опять-таки, где-то тут как укор даже вам идет. Почему? Потому что как будто бы, может быть, он как будто бы с другого рода женщинами привык какие-то свои вести вот эти вот дела амурные. Тут в отношении вас это, знаете, какой-то немоющий укор с вашей стороны. Опять-таки, зависть, тигр, это о чем? Сейчас. Опять карта тупик, вот прям выскочила дерево с глаз. О вас мысли. Так, о вас. Какая-то страсть, это страсть, которая разбила сердце и ему, и вам. Вот это такие мысли. Опять почему-то тупиковая ситуация построения отношений. Карта дерева невозможно. Отношения формата семья, родные. Ну, я имею в виду родные, родственные души, то может быть, но я имею в виду там семья. Именно как с глаз он говорит. Тут как будто бы влияние третьих лиц огромное. Тут почему-то он мне показывает, тут карта зависть и карта тигра. Это вполне возможно говорит о том, что, ну, тигр это на мужчину, как правило, эта карта, это реализация, это его карьера. Он говорит, вокруг меня сейчас сколько, может быть, недоброжелателей, которые в спину дышат. Так называемые коллеги по работе, да. Где-то какие-то, может быть, более молодые, более какие-то напористые, более там какие-то перспективная даже. Тут почему-то он мне говорит, что как будто бы ни время, ни место мне сейчас. Мне сейчас нужно думать там о любви или о той ситуации даже. А она меня накрывает, эта ситуация, даже вот мысли о вас. Тут ребенок, это скорее всего о том, что вы где-то пострадали не потому, что там
вы соизмерили что-то, вы, может быть, были раскрыты, открыты этому миру, да, и где-то доверились ему, может, без задней мысли, там, прям какой-то эмоции на вас, если они обрушились, то он тут говорит, я чувствую себя отчасти виноватым, да, как будто бы, может, боль причинил, вот эти вот какие-то терзания вам. Тут ваше вот это состояние, где уже опустошенность какая-то. Он говорит, отчасти, да, я могу себя чувствовать виноватым. И это как вина на мне не дает нормально будто бы выстраивать сейчас свою жизнь, так как я бы этого хотел. В том числе в карьере, он говорит. Почему-то он тут говорит, что карьера тут, реализация не идет. А вокруг него куча вот этих завистников каких-то, которые там чуть ли не там стараются ему подножку поставить. Так, о чем еще о вас? О вас в данный момент мысли о вас. Так, это вы упрямая? Это же надо, да, башня с одной, с другой колоды. Ну, скорее всего, вас вот считают очень упрямой. А упрямая женщина, которая может быть и ангелом, и демоном. Вроде как белая-белая пушистая, а потом в один момент может увидеть вас, что вы, допустим, непримиримы с чем-либо. Может быть, какой-то формат отношений, который для него норма. Для вас в один момент вы озвучили, для вас это ненормально. Его проявления какие-то. Там, если обесценил вас, то тут как будто бы, или вы считали, что это не любовь с его стороны, хватит мне лапшу вешать на уши. Тут что-то такое. Почему я это говорю? Потому что тут как будто бы человек отправляется в новое плавание, при этом разрушает то, что уже давно-давно должно быть разрушено. Скорее всего, он думает о вас, что вы, надоело вам жить в каких-то иллюзиях, ожиданиях, и вы отправляетесь в свое плавание. Новое, счастливое, неуверенных где-то в чем-то, да, но этот груз, этот багаж, этот опыт где-то печальный вы везете с собой. При этом, я говорю, оставляя разрушение, и вы уже по карте башня как будто бы прекрасно отдаете отчет, что это то, что должно было быть разрушено, оно разрушается. Уже много раз были предпосылки, много раз давались шансы, много было каких-то иллюзорных вот этих попыток, может быть, сближения или развития отношений. На самом деле тут как будто бы, в принципе, отношения, может быть, изначально построены как-то не совсем так, как, ну, знаете, не совсем можно было их даже и выстроить, эти отношения. Они, наверное, были не слишком устойчивы, если можно так сказать, потому что по башне разрушается все то, что должно было быть разрушено. Так, при этом, так, стратегия, что он думает о вас? Это вы стратег? Нет, это он? Нет, а о чем это? Тут у кого-то прям он думает, знаете, о чем? О том, что пока, допустим, или вы в отношениях, или он женат, то ничего и не получится. Невозможно с вами выстроить отношения. Потому что карта Святая Вода и Кольцо. Пока человек не решится, или вы не решитесь там развестись, или он не решится там выйти тоже из брака, разорвать, то нереально построить отношения. Тут вообще, может быть, даже думает, знаете, о чем? Вот такая вот связочка. Скорее всего, он говорит, я пока зависим от одобрения социума, где-то даже тут такое, у меня идет, как будто бы он говорит, я сейчас не владею в полной мере, там, не могу управлять своей судьбой, хотя по карте Мах он очень сильный, у него потенциал огромный. А тут скорее как будто бы заложник где-то образа, где-то заложник уже сложившейся какой-то ситуации. Если тут какие-то еще у него, знаете, взаимодействия, повторюсь, общий бизнес там с супругой или там недвижимость или еще что-то, какие-то, может быть, деловые связи, связка. Вот тут такое, как будто он говорит, я слишком сильно завишу от вот этого уже, того, что у меня есть. Что-то такое. Какая-то вот у него такие мысли. Так, головы.
Спрашиваю, кукла вы? Нет. Тут, потому что тут карта кукла. Тут, видите, мужская рука женскую держит, женщину держит, да? И желание как бы в эту в золотую клетку забросить. Я изначально прочла это, потому что оно мне так вот прям идет. Это его состояние, что он как ведом, он сейчас не может сам своей жизнью управлять. Слишком большие ставки какие-то у него, по его мнению, сделаны. Карта сад — это реализация, карта сад — это сюда же тут цветущий сад, и тут золотая клетка. Я же говорю, как будто бы заложник уже сложившихся обстоятельств, ситуации какой-то. А на вас, я спросила, карта кукла? Нет, он наоборот, тут он вас считывает женщину, которая идет вверх по лестнице, выбирая свое счастливое настоящее, будущее, делает какие-то шаги, предпринимает, да? Тут нет, вы категорически не хотите быть жертвой обстоятельств и заложником чего-либо. Даже любви не хотите. Хотите сами строить свою жизнь. И делаете все для этого. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное, что вы со мной. До новых встреч.